Вы смотрите YouTube-канал Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Здесь выступают ведущие эксперты, изучающие север континента. Мое имя Владислав Горин. Вы можете знать меня по подкасту «Медуза. Что случилось?». С меня вопросы глубокие, умные, изящные по форме и содержанию ответы с Александрой Прокопенко, сотрудницей Берлинского центра Карнеги. Привет, дорогая Саша. Привет. Мы читаем комментарии, и нам очень интересно мнение наших зрителей. И у меня к тебе очень простое предложение в этот раз. Мы будем много говорить об ожиданиях от экономики и, в частности, от курса, от инфляции. Давай спросим, какого курса в 2025 году наши зрители ожидают, и возьмем по классике не юань, евро, а вот рубль-доллар. Напишите, пожалуйста, как по вашим ощущениям, что это за цифра будет? 115, 120, 200 рублей за доллар, может быть, 300, полюбила замминистра финансов. Как тебе, не дурацкая шутка последняя, а сам вопрос? Есть у тебя другой вопрос к зрителям? Сам вопрос отличный. Единственное, я не думаю, что 300, и непонятно, почему ты ставишь против рубля, что 22 год все забыли, когда рубль укрепился до 50. Может быть, будет опять откат 95, а может быть 80, а может быть и даже 70 мы увидим. Ну, то есть, действительно, напишите, пожалуйста, ваши ожидания по курсу рубля, а так как мы сегодня будем говорить о том, как связаны курс и инфляция, а взаимосвязь там самая прямая, то есть даже если у вас нет долларов в повседневной жизни, курс повлияет на ваши повседневные цены, то напишите тогда и, наверное, какую инфляцию вы ожидаете в 2025 году. Спасибо большое за комментарии по поводу цен на масло в вашем регионе. Очень внимательно прочитала, и действительно масло рвануло, как говорится, на третьей космической. Вот давайте попробуем подумать в целом, что вы ждете по ценам, что будет с ценами в 2025 году. Про масло говорили в прошлый раз. И ты знаешь, я поперек повода, поперек темы, собственно, задал вопрос. Нужно объяснить, о чем мы тут говорим. Я понимаю, что есть обложка, есть заголовок на YouTube, но тем не менее, по порядку. У меня последний день в голове крутится стишок из советского мультфильма со стихами «Ты идешь, а он летит, ты лежишь, а он летит, ты заснул, он все летит, твой голубой метеорит». В нашем случае не метеорит, а курс рубля. Можно не смотреть даже, сколько он стоит сейчас, тем более на спекулятивном рынке. Можно сосредоточиться на том, что ЦБ решил не проводить операции до конца года, не покупать валюту, то есть регулятор сам не хочет повышать спрос на иностранную валюту, не поддерживая, таким образом курс рубля, хочет стабилизации рубля. По какой причине, дорогая Саша, наш голубой метеорит, наш рубль летит? Хочется, опять же, назвать точно санкции. Газпромбанк. Хочется сказать про новые правила репатриации и выручки экспортеров и про сезонность, потому что конец года в России – это не только пора, когда снег выпадает и ложится, не только пора, когда экспортеры продают свою выручку, покупают рубли и таким образом поддерживают курс, они делают это, чтобы заплатить налоги, но еще и масса людей рассчитываются с иностранными партнерами, контрагентами за сделки, закрывают их под конец года. Кто-то в отпуск едет, физики тут тоже важный фактор, потребители. Ты бы что назвала, и можешь вот на 3 названных пунктах, если они тебе кажутся существенными, тоже остановиться? Да, прежде всего, самая главная причина, и, наверное, мне кажется, нужно начинать каждый выпуск с напоминания об этом. Самая главная причина, почему курс стал таким непредсказуемым и волатильным, это война. До 22 года, до 2022 года российский рынок был частью глобального рынка, и существенное колебание курса сглаживало присутствие на российском рынке нерезидентов. Теперь этих нерезидентов нет, и рынок стал то, что называется, значительно более узким. И любые колебания, даже самые незначительные, становятся значительно более видимыми, и курс рубля от этого кажется, и он является более волатильным. Поэтому теперь, поэтому что нужно сказать? После начала войны и исчезновения резидентов с российского рынка все колебания курса стали сильно заметны. Это стало виднее, и это стало сильнее, потому что нет тех потоков от нерезидентов, нет входящих потоков от нерезидентов, которые эти колебания сглаживают. Это как бы новое фундаментальное свойство, структурное свойство нашего российского рынка. Дальше, конкретно сейчас, на курс рубля действительно против рубля играет несколько факторов, часть из которых ты уже назвал. Действительно, в пятницу прошлую
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российских финансовых институтов, среди которых была такая мощная глыба, как «Газпромбанк». «Газпромбанк» является расчетным банком для европейских стран по поставкам газа. Если вы помните, в 2022 году Владимир Путин подписал так называемый указ «Газ за рубли». То есть когда иностранные покупатели должны были приобрести рубли в «Газпромбанке» и оплатить этими рублями поставки газа. Ну, то есть, точнее, «Газпромбанк» за них приобретал рубли, зачислял их на счета, и после этого газ отправлялся к заказчикам, если совсем просто. Схема работала вот прям, если на пальцах, то как будто вы с валютной карточкой приходите на бензоколонку в другой стране, и там вот внутри банк осуществляет все конвертации и так далее, а для покупателей в целом ничего не менялось, кроме некоторой необходимости внести изменения в контракты, то есть теперь появилась жесткая привязка к банку. Это в целом, наверное, вот этот указ, который, кстати, он очень прохладно был встречен экономистами и профессиональными аналитиками, потому что не очень понятно, что он давал. Но, видимо, его основная ценность была в том, что он защищал на протяжении 2,5 лет «Газпромбанк» от попадания в санкции. У нас под американскими санкциями фактически все крупные банки, и Сбер, и ВТБ, то «Газпромбанк» оставался последним из нетронутых. И сейчас, поскольку, я так понимаю, основные контракты с главными партнерами европейскими вот 1 января подходят к концу, Соединенные Штаты, руководствуясь этим, ну и тем, что администрация Байдена уходит и пытается внести максимальные санкции на рисках, что новая администрация их начнет отменять, и также, как максимально, я так понимаю, всунуть помощь Украине, чтобы вот выполнить свои обязательства перед уходом. И, ну, как мой коллега Майкл Кофман высказался, запрыгнули в лифт, нажали на все кнопки и выпрыгнули из него, оставив там будущую администрацию. Кстати, посмотрите на канале Carnegie Политика. Александра Прокопенко интервьюирует Майкла Кофмана. Очень интересно. Большой поклонник и твой, и Майкла. С удовольствием посмотрел. Непрошенный пиар и прерываю, понимаю. Но ставьте лайки, подписывайтесь. Тут очень интересно. Собственно говоря, теперь «Газпромбанк» под санкциями. ОФАК, департамент, отвечающий за санкции в Минфине США, не выпустил генеральную лицензию, разрешающую «Газпромбанку» операции по газу, и это означает, что те объемы валюты, которые поступали на рынок через «Газпромбанк», теперь на рынок поступать не будут. То есть это говорит о чем? Ну, то есть некоторый дефицит валюты возникнет. Понятно, что рынок перестроится. Все эти перестройки занимают примерно там месяц, 2-3. Если внимательно посмотреть на динамику валютного рынка и на санкции, то мы увидим последовательно, вот как в декабре 2023 года Байден подписал executive order, вводящий вторичные санкции в отношении российских финансовых учреждений, в отношении зарубежных финансовых учреждений, которые работают с российскими и которые помогают российскому ВПК, мы видим, как происходит небольшое ослабление рубля и проседание, пока, собственно, система пересобирается, пока система находит альтернативные ОФАКу, незаметные ОФАКу пока способы расчетов, и потом вот все выравнивается. Вот здесь мы сейчас, наверное, будем наблюдать что-то похожее, потому что, конечно, не «Газпромбанком» единым, есть и другие кандидаты на роль расчетного банка, вполне себе. Плюс ко всему Турция вроде объявила, что они пытаются договориться с Соединенными Штатами, чтобы получить генлицензию для «Газпромбанка». Короче, эту историю, вот это одна часть влияния на ослабление рубля. Второе, что как бы тоже крайне важно, из-за санкций, это очень, вот прям как бы по санкции проходит пунктиром через все. Вот этот есть некоторая иллюзия, что санкции не работают. Российские власти об этом любят повторять, потому что, ну, как бы, если признать, что они работают, то, наверное, тогда придется признавать и все остальные нехорошие политические реалии. Из-за санкций российским экспортерам отменили введенное в прошлом году, ввели послабление на репатриацию части валютной выручки.
До октября нужно было возвращать 50% валютной выручки, сейчас после октября порог снизили до 25%. Что это значит? Это значит, что российские экспортеры могут возвращать лишь частично валюту в страну и сохранять ее существенную часть, то есть 75% валюты, они могут сохранять на своих счетах за рубежом. Валюта им нужна за рубежом для оплаты, как это ни парадоксально, импорта, потому что экспорта без импорта не бывает. Плюс ко всему, как мы видим сейчас, экспортеры стали активно участвовать в различных схемах, посреднических схемах. Более того, они настолько активны, что традиционные банки, которые как бы зарабатывали раньше на трансграничных операциях, говорят о том, что посредники, финансовые посредники забирают у них крупных клиентов. Как это работает? Например, вы импортер, и вам нужно купить эту партию товара в Китае, но у вас есть сложности с трансграничной операцией. Вы в рублях платите в России компании-посреднику. Компания-посредник дальше внутри холдинга, которая аффилирована с экспортером, договаривается, и происходит операция там, взаимозачета там, между компаниями, после чего экспортер переводит деньги уже в Китае, например, и вашему поставщику и платит за ваш товар. Собственно говоря, операция происходит невидимо для зарубежных регуляторов. Это стоит дороже, поэтому импорт дорожает. И это тоже одна из причин ослабления курса рубля, дорожающий импорт. За счет растущих транзакционных издержек импорт дорожает. Все операции по ввозу в страну разных товаров сейчас стоят значительно дороже, чем было в довоенное время, как раз из-за вот этих вот схем, из-за того, что нужно заплатить там посреднику, в другом месте посреднику, из-за того, что китайские, казахстанские, арабские банки включают оверкомплаенс в отношении российских клиентов, и, соответственно, сбор документации занимает больше времени и денег. Стоимость операции растет, потому что затраты растут со всех сторон, и это все в конечном счете отражается на цене импорта, то есть импорт стал дороже. При этом экспортный поток, как мы видим, то есть поток выручки, сокращается, то есть он или не растет, то есть он не балансирует поток импорта. И таким образом подстройка валютного баланса происходит через курс, то есть это приводит к ослаблению рубля. Ну и тоже довольно важный фактор влияния на курс. Доллар в целом укрепляется ко всем валютам развивающихся стран. Это происходит после победы Дональда Трампа. То есть если посмотреть на динамику доллара к индийской рупии или бразильскому реалу, мы видим, что доллар укрепляется. И цена на нефть, которая ослабляется, все на той же победе Дональда Трампа, который обещал бурить и дополнительные объемы нефти на рынок. Вот это вот все в конечном счете влияет на курс рубля, и рубль ослабляется. Ну и да, есть чисто сезонные факторы, связанные с приближающимися новогодними праздниками, а, соответственно, это повышенный спрос на валюту со стороны населения и повышенный спрос на импорт, подарки и так далее. И есть еще продолжающийся как бы подогреваться спрос со стороны государства. У нас расходы бюджета в четвертом квартале растут на почти 1,5 триллиона рублей. Частично эти деньги уже на рынке, частично под эти деньги уже взяли кредиты. Ну, то есть как бы поскольку российская экономика не в состоянии удовлетворить растущий спрос самостоятельно, предъявляются повышенные заявки, повышенный спрос на импорт, что тоже приводит к ослаблению рубля. Вот если в целом, то есть резюмируем, значит, победа Трампа и укрепление доллара, ослабление правил по репатриации валютной выручки, санкции против Газпромбанка, и других финансовых учреждений, которые приводят к задержкам поставки валюты на рынок, узость российского рынка и вообще его перебалансировка после санкций, введенных в отношении московской биржи. Ну и в целом удорожание импорта, связанное с повышенным спросом со стороны как государства, так и населения,
и санкциями, которые введены на Россию после того, как Путин вторгся в Украину. Можно еще один фактор добавить. Ожидание того, что все не будет здорово, что государство будет долго воевать, что санкции будут вводиться, что государство воюет, это значит больше денег бюджетных, да, будут выливаться в экономику. Мы с тобой много раз здесь это обсуждали. Насколько это фактор? Я понимаю, что крайне сложно это отделить, но ожидание в экономике, вообще в политике, в общественной жизни само по себе фактор. Да, конечно, ожидание — это фактор, и здесь мы имеем дело с двумя типами ожиданий. То есть первый — это то, что это в целом ожидание повышения цен, это в целом ожидание какого-то чего-то, что-то плохого, если говорить совсем примитивно. А с другой стороны, это есть ожидание того, что, ну, как бы считалось, что 100 рублей за доллар — это психологическая отметка, и дальше рубль, ну, и дальше правительство начнет рубль спасать. И вот уже даже Министерство финансов не удерживается от своего традиционного комментария, что слабый рубль хорош для экспортеров, потому что в моменте они принесут в бюджет больше рубля. И здесь я, конечно, понимаю, что дальше заголовков никто не читает, потому что помимо момента принесения большего количества рублей в бюджет, Антон Германович Силуанов также говорит о том, что на следующем шаге это приведет к инфляции, и за инфляцию будет расплачиваться и бюджет, и экспортеры, и самые незащищенные слои населения. Но это все оказалось где-то в сообщениях ниже, ну, про то, что слабый курс выгоден экспортерам, появилось в заголовках. Я вспоминал сегодня хорошее детское стихотворение. Надо еще все-таки вспомнить про хорошо и плохо. Ты будешь в роли отца, к которому пришел Кроха, получается, я. Но я с собой в компанию, кроме Силуанова, еще готов взять пресс-секретаря президента Российской Федерации Пескова, который тоже сказал, ой, в чем проблема? Ну, курс и курс. Большая часть россиян зарплату получает в рублях. Кому хорошо от курса, а кому плохо, давай обсудим. Но прежде я хочу напомнить, что ваше внимание, дорогие зрители, это тоже валюта в концепции экономики внимания, и мы просим вас конвертировать ваше внимание в лайки, комментарии, подписку на этот канал. Курс у нас очень выгодный, у нас все без обмана, комиссий тоже нет. Прямо сейчас, если вас не затруднит, нажмите кнопку на YouTube «Подписаться» или «Прокомментировать», или там палец вверх поставьте. Ну и кроме того, напишите, пожалуйста, какого курса вы ждете в 2025 году, какой инфляции, и с учетом сказанного Сашей вы можете пересмотреть свой прогноз, напишите второй комментарий, себе же ответьте. Это хорошо, когда в динамике происходит переоценка какая-то. Хорошо и плохо. Кому хорошо? Такой кощунственный вопрос, дорогая Саша. Да, на самом деле никому. В моменте действительно хорошо экспортерам, ну, за счет того, что они получают больше денег за товары, сырьевым экспортерам за товары экспорта, но так слабый курс не очень выгоден. То есть, опять же, слабый курс означает инфляцию. И здесь у нас есть две разные оценки по подсчетам Центрального банка. Ослабление курса на 10 процентов дает порядка половины процентного пункта в инфляцию. По оценке ВТБ 2 процентных пункта дает ослабление на 10%. Иными словами, инфляция будет еще более высокой, цены будут расти. Что это означает дальше? Это означает, что Центральный банк не будет снижать ставки или там перейдет к циклу снижения ставок значительно позже, чем, ну, не знаю, кто как ожидает, на 2025 год ставка будет двузначной и высокой, это как бы совершенно точно, и об этом Центральный банк говорит. Но это значит, что Центральному банку будет сложнее бороться с инфляцией, соответственно, ставки дольше будут высокими, кредит будет менее доступным, ну и вот дальше все по списку. И мы уже видим, что сейчас, ну, сейчас ставка 21. В принципе, одним из инструментов борьбы с ослаблением курса могла бы быть, мог бы быть рейз ставки, то есть резкий рост ставки, как это было, например, в августе прошлого года, когда, помните, тогда курс тоже коснулся 100 рублей, и тогда Центральный банк собрался и быстренько поднял ставку на 3,5 процентных пункта. Собственно, сейчас мы видим, что повышение ставки, скорее всего, не приведет к желаемому эффекту.
И здесь против рубля играют еще люди, как бы спекулянты и так далее, которые... А теперь мы посмотрим, как было, кстати, в 2014 году, насколько центральный банк, насколько власти готовы защищать курс. То есть реально ли у нас курс плавающий или есть какие-то психологические барьеры, после которого перейдут к жутким интервенциям, и это значит, что кто-то заработает. Вот. И здесь как бы и подъем ставки, там по некоторым оценкам ставку нужно поднимать на 30-40%, то есть на 5-7 процентных пунктов, чтобы, чтобы действительно она стала тем самым ведром холодной воды. Но такой уровень ставки уже, скорее всего, окажется совсем запредельным для всей остальной экономики, и дальше либо это окажет временный эффект, потому что нужно будет очень краткосрочный эффект, потому что ставку нужно будет быстро снижать, иначе это просто пережмет экономику. То есть у властей нет этого инструмента, или если он как бы есть, он будет, наверное, менее эффективным. Это важная история. И второе, то, что для валютных интервенций, потому что как бы что происходит, если курс там ослабляется или укрепляется, Центральный банк может выйти с покупками и продажами валюты в зависимости от ситуации для коррекции курса, то есть через увеличение предложения или сокращение предложения валюты на рынке. Здесь не очень много возможностей, потому что часть резервов заморожена, а другая часть – это либо юань, либо золото, которое нужно перевести во что-то ликвидное, и потом непонятно, опять же, сколько нужно потратить этих юаней и каким все-таки власти видят курс. В этом смысле как бы фонд национального благосостояния близок к исчерпанию своей ликвидной части, поэтому кажется, что это тоже не вариант. И там, опять же, интервенции, как Центральный банк говорит, нужны для поддержания финансовой стабильности, пока мы не видим, что как бы курс угрожает стабильности банковской системы. В этом смысле банки выглядят достаточно устойчиво. И то, что наблюдается сейчас, это, возможно, скорее всего, очередной всплеск, пусть и очень яркий, краткосрочной волатильности курса, который связан с факторами, о которых мы уже говорили. На десерт оставлю вопрос. Ты-то какого курса ждешь, раз мы зрителей спрашиваем? Хочу про Пескова договорить, раз уж я его упоминал. Я понимаю, что эта демагогия каждый раз воспроизводится, когда курс падает. Чиновники с умным видом говорят, а вам-то что, все продукты у нас отечественные, зарплата у вас в рублях, чего вы беспокоитесь? Давай, может, тоже не сильно стараясь, попробуем на это ответить. Песков явно, повторю, не старался. Наверное, можно сказать, дорогой Дмитрий Песков, дорожает весь импорт при таком курсе, все, что с ним связано, а связано с ним практически все в экономике, и еще дорожает потом топливо с некоторой отсрочкой, опять все остальное. Это раскручивает инфляцию. Ты бы как ответила? Я бы ответила так же, но я бы еще обратила внимание на то, где Дмитрий Песков делает это заявление. Понятно, что не сам он вышел и заявил, а его же спросили журналисты. Но Песков об этом говорит во время визита в Казахстан. Казахстан один из ближайших российских партнеров, и отношения России и Казахстана – это важная часть, экономические отношения России и Казахстана, они важная часть и для России, и для Казахстана. И проблема в том, что российские экономические проблемы, поскольку экономика России больше, транслируются в Казахстан, у которого тоже не все в экономике совсем замечательно, учитывая цены на нефть и учитывая их дисбалансы. Но мы видим, что курс тенге слабеет, приближаясь примерно к 500 тенге за доллар. Вот, и это как бы есть корреляция курса тенге с курсом рубля. Иными словами, будет слабеть рубль, скорее всего, будет слабеть тенге. Кроме того, после введения санкций на Мосбиржу и на российский рынок, ряд российских компаний переместились на казахстанский рынок. И иногда совершают там операции по покупке валюты, что приводит к некоторым скачкам курса уже внутри Казахстана, потому что казахстанский рынок значительно менее емкий, чем российский. И это как бы разного рода дисбалансы, связанные с работой казахстанского валютного рынка. Но и Казахстан импортирует из России инфляцию. Например, один из самых... Вот к нам присоединяется эксперт Лучик, который только Естественно. подтвердит мои слова. Он, кстати, тоже был в Казахстане.
Жил. А, Жил, жил. Дело в том, что, Казахстан один из наиболее волатильных компонентов, в инфляции — это продовольствие, это стоимость продовольствия. И Казахстан обеспечивает себя, это данные Нацбанка Казахстана, продовольствием на 75%. При этом 88% консервированных овощей. Казахстан — страна с суровым климатом, там это важный продукт, это важный продукт в продуктовой корзине, простите за тавтологию. 88% консервированных овощей приходит из России, 71% сахара. Сахар — важный компонент во многих продуктах. 67% колбас, 44% творога из Российской Федерации. То есть по важному и волатильному продовольственному компоненту Казахстан импортирует часть инфляции из России. Также ситуация в отраслях промышленности и в энергетике российской, и в логистике с определенным лагом транслируется в экономику Казахстана. Поэтому, честно говоря, экономические проблемы России, то есть экономическое состояние России ухудшает, работает в худшую сторону в отношении экономики Казахстана. И об этом, конечно, тоже нужно помнить России как ответственному партнеру, как бы большому ответственному жителю вот этой вот международной глобальной семьи. Я бы вот так ответила Дмитрию Пескову, напоминая, что в целом рубль, что вам этот доллар? Давай вернемся в Россию и вопросы из глубин беспокойства. А вклады-то заморозят? Ну, потому что мы сейчас при такой большой ставке понесли свои деньги, положили в банк. Здорово, получим высокую доходность рублевую. Но где гарантии, что Центральный банк не скажет: слушайте, давайте-ка вы оставите свои деньги на счетах, потому что у нас и так инфляция безумная, еще ваши деньги возвращать в экономику? Не-не, не хотим, потерпите. Тебя спрашивают о таком? Меня постоянно об этом спрашивают, только За последние сутки сколько раз спросили? пятеро. За последние сутки спросили пятеро. Я не знаю правильного ответа на этот вопрос и не даю инвестиционных советов, хотя выкручивали коллеги руки и очень просили как-то. Поэтому мой главный инвестиционный совет — купите вина и встретьте ядерный апокалипсис в алкогольном делирии. Если все-таки быть серьезными, то я не вижу никаких причин, по которым депозиты должны замораживать. Более того, депозиты будут все депозиты имеют определенную срочность. Они сходят с этой срочности они сходятся в срока не одномоментно, некоторые продлевались. Ну, то есть это ситуация, в которой вдруг все эти деньги хлынут в экономику и добавят в инфляцию, она, вот так вот, одним махом, она маловероятна, если вообще если вообще возможно. Далее банки выглядят достаточно устойчиво, то есть им не нужны пока, кажется, вот эти деньги для пополнения каких-то собственных. У банков нет проблем с выплатой этих депозитов. Вот, поэтому я считаю, что заморозка вкладов исключена. Но я, конечно, здесь должна остановиться и сказать, что вся эта история они имеет очень нехорошие корни и корни глубокого недоверия. Сам факт разговоров о заморозке вкладов говорит о глубоком недоверии россиян, в том числе достаточно богатых людей, к финансовой системе в Российской Федерации. То есть с момента коллапса Советского Союза 30 лет назад, который был действительно потрясением, и тогда люди в одночасье лишились всех накоплений. Это оказалось настолько сильным потрясением, в том числе межпоколенческим, потому что люди моего возраста, которые как бы жили при Советском Союзе, на накопления мы сделать не успели, мы были маленькие, тоже боятся ровно этого, что все наши вклады обесценятся, потому что они знают это от родителей или видели горе родителей или еще что-то. То есть а, доверие к российской финансовой системе не сформировалось. И это тоже потенциально очень плохо, потому что, во-первых, это влияет на ожидания. Во-вторых, тоже, кстати, к вопросу об ожиданиях, когда ожидания сильно ухудшаются, то повышается спрос на валюту, потому что люди начинают пытаться каким-то образом сохранить накопленное, то есть либо перевести, то есть, знаешь, снизить свои риски и перевести из рубля
с которым можно что-то сделать. Опять же, если его трудно конвертировать в валюту, то его, например, могут удержать насильно, потому что, опять же, государство так может сделать. Эта мысль не возникает у жителей Швейцарии, эта мысль не возникает у жителей Германии, эта мысль не возникает у жителей Америки. Но в России мысль о том, что государство дотянется до частного банка и заставит частный банк не отдать тебе вклад, вполне, ну, как-то вот вполне обычно. И это говорит о том, что нет доверия к финансовой системе. В общем, не знаю, не удалось ли его построить за 30 лет, или оно было обнулено там сильно подорвано после вторжения в Украину, и там определенных шагов, там ЦБ, например, мне справедливо заметили в каких-то комментариях, что Центральный банк не сохраняет предписание, запрещающее выдавать вклады в валюте. То есть валютные вклады нужно конвертировать в рубль, и люди получают их по очень невыгодному курсу. Но это связано не с желанием там, Центробанка как-то вот поддержать валюту, а с тем, что на Центробанк наложены санкции, и в банках может не хватать валютной ликвидности, чтобы выдать все вклады в валюте вклады. То есть это не какая-то злая воля российских властей, а просто это объективная реальность, связанная с санкциями, которые были введены, и это тоже важная история, которую нужно повторить, которые были введены после вторжения России в Украину. Вот. И это вот мне кажется, что история с вкладами, опять же, Набиуллина в одном из последних выступлений, кажется, в Государственной Думе назвала это бессмысленностью, и я абсолютно поддерживаю председателя Центрального банка в этом, но это все говорит, это симптом очень нездоровой ситуации в российской финансовой системе, отсутствие доверия у людей к банкам в целом, к финансовым институтам и к Центральному банку, к регулятору. И это, конечно, очень грустно, очень печально. И с точки зрения регулирования и нормального развития, если мы все-таки еще считаем, что оно может случиться, это очень плохо. Ты не первый раз уже про это говоришь. Я-то считаю, что потребители в России, наоборот, очень оптимистичны. Они очень доверяют российской финансовой системе, банковской системе, учитывая, что кроме вторжения был куда более травматичный опыт 98 года с резким ослаблением, и тогда же был вообще-то финансовый, не финансовый, а банковский кризис, да, небольшая часть банков не выжила. Это повторялось не один раз в России. Так вот, для такой страны у нас крайне вовлеченные, оптимистичные люди могут использовать современный банкинг, доверять национальной валюте всего через А им несколько лет. деваться некуда. Ну, А тоже после верно. введения санкций им, в общем-то, деваться некуда, потому что открытие счетов в других странах, в других юрисдикциях затруднено, даже в соседних. Вот ты попробуй сейчас съезди в тот же Казахстан и открой там счет в каком-нибудь казахском банке. Черта с два, эту лавочку прикрыли достаточно давно. Если ты резидент, пожалуйста, тебе все откроют. Если ты просто приехал, чтобы у тебя была карточка, чтобы Netflix оплачивать, сейчас уже крайне сложно или дорого это делать. Поэтому деваться некуда. Мы с тобой все обсудили. Кроме того, какой у тебя ответ на вопрос про стабилизацию курса? На какой отметке ты бы остановилась? Напоминаю, что этот вопрос мы задаем вам, зрителям. Напишите, пожалуйста, какие у вас ожидания на 2025 год по инфляции и по курсу рубль к доллару. А еще поставьте лайк, подпишитесь, вспомните детский стишок «К месту или не к месту», как я это делал сегодня. В общем, проявите активность, пожалуйста, в комментариях. Саш, у тебя какая цифра в голове? Да, я стараюсь не мыслить курс цифрами, но там модели показывают там небольшое расхождение с тем, что прогнозирует Минфин и Минэк. Ну, то есть это, но в любом случае это ослабление курса, плавное ослабление курса. Он будет значит, доллар будет стоить дороже 100 рублей, то есть к трехзначной цифре нужно как-то привыкнуть. И вопрос в том, когда экономика к этому состоянию придет. То есть он может прийти в 2025 году, может прийти в 2026 году. Раньше мне казалось, что ближе к 2026 какое-то устойчивое ослабление курса случится. Сейчас я думаю, что не факт, возможно, раньше. И как бы дело в том, что из-за войны и санкций российская экономика стала более уязвима к внешним шокам. И, с одной стороны, санкции защищают российский финансовый рынок от каких-то финансовых эффектов. Ну, то есть, например, если что-то случится с банками в Америке, наверное, российская банковская система этого не почувствует, потому что российская финансовая система отключена от глобальной в ее существенной части.
Но снижение цены на нефть мгновенно транслируется в курс, как мы видим. Или, например, просадка экономики Китая. Вот сейчас китайская экономика не демонстрирует какого-то выдающегося перформанса, и не зря китайские власти сейчас планируют гигантские вливания в экономику, чтобы поддержать ее. Это все транслируется за счет замедления спроса на товары российского экспорта. Это все транслируется в российскую экономику. И, соответственно, и в этом смысле понятно, что если какое-то потрясение случится внешнее, то то подстройка будет, скорее всего, через курс, потому что же у нас еще произошло? Это очень интересный момент. В 2022 году Россия испытала то, что называется позитивный торговый шок. Счет текущих операций был гигантский за счет высоких цен на нефть и вот за счет перебалансировки экспортно-импортных операций. Сейчас мы видим, что счет текущих операций фактически обнулился. То есть там профицит за 2 года, профицит от рекордного съелся до вот совсем небольшого. Может ли российский текущий счет быть дефицитным? Это хороший вопрос. Я не знаю, почему бы и нет. Но проблема в том, что, то есть это мы уже сегодня упоминали, то есть получается, что экспорт и импорт не балансируют друг друга, они находятся в дисбалансе, и за счет дорогого импорта подстройка равновесия будет осуществляться через курс. То есть рубль обречен на ослабление. Какими темпами он будет ослабляться, зависит от внешних факторов. Но тренд задан на ослабление. Это первый важный, это первый важный момент, который, наверное, нужно понимать про курс. Вот. И второе, что тоже очень важно, ослабление курса– это вклад в инфляцию. То есть цены будут расти. Рубль ослабляется, цены растут, Россия продолжает воевать. Экономика находится в дисбалансе. Помним арифметику про курс, как он влияет на инфляцию, ты вначале это говорила. Я понимаю, что на заголовок можно вынести курс, рубль обречен на ослабление. Но все равно назови цифру. Я понимаю, что невозможно требовать, что это слишком поверхностно, но хочется услышать, и я думаю, что многие зрители ждут от тебя. Или хотя бы диапазон. Ты понимаешь, проблема в том, что я сейчас не очень хорошо понимаю, как формируется курс, как формируется курс в России. У меня нет доступа к межбанку, и у меня нет данных к тем операциям, которые происходят на межбанке. Я вижу, как следствие операции межбанка, только официальный курс, который устанавливается Центробанком. То, что происходит на бирже, там остался совсем маленький сегмент, и есть ли там поставки или это просто какая-то виртуальная торговля, непонятно. Форекс– это спекулянты. Поэтому я очень боюсь делать какие-то числовые прогнозы. Я думаю, что курс ослабнет и будет и 100 рублей за доллар– это новая реальность. И это объективная экономическая реальность. И, к сожалению, при текущей конструкции российской экономики ничего там такого нет, психологической, не психологической. Любые попытки удержать курс там в пределах вот этих вот 100 рублей, сделать рубль крепче, они приведут только к растрате резервов, а не... то есть кто-то заработает, но в целом фундаментально эта ситуация не улучшит. Вот. Так как у нас ожидается достаточно высокая инфляция в следующем году, и я жду высокую инфляцию, я уверена, что Центральный банк не достигнет таргета. Таргет Центрального банка на следующий год 4,5-5%. Центральный банк, скорее всего, будет неуспешен в этой своей цели, потому что есть бюджетная политика, потому что есть внешние факторы. Поэтому я ожидаю там плавного ослабления курса. В каком диапазоне он будет ослабляться? Вот я тебе сейчас с потолка возьму цифру 100-105, но оговорюсь, что она взята с потолка, потому что Влад Горин меня попросил. И самое главное, что мне кажется, нужно понимать про курс, это то, что тренд задан на ослабление, что, похоже, экономика входит в некоторый предел
ну, то есть сталкивается с некоторой жесткостью, связанной с сокращением профицита счета текущих операций. И, соответственно, подстройка к равновесию будет проходить через ослабление курса. Этот сюжет, я думаю, будет одним из ключевых, когда мы в декабре встретимся и подведем итоги года в российской экономике. Сделаем это обязательно, если все будет хорошо. И зрителям могу предложить уже сейчас под этим роликом оставлять свои вопросы. Мы их тоже обсудим. Мне кажется, что это хорошая традиция. И если вам понравился какой-то чужой вопрос, вы, пожалуйста, лайкните или поддержите комментарием, уточните. Мы это все потом суммируем и с Сашей обсудим. В декабре у нас есть по плану встреча. Спасибо тебе большое и до встречи. Спасибо, до встречи. Очень ждем ваших комментариев. Ставьте лайки, как говорит мой коллега Перцев по подкасту «Вид на Кремль» на «Медузе», колокольчики. До новых встреч!